Индустрия серверов уперлась в жесткий предел медных соединений. Передача 64 гигатрансферов в секунду на базе старой модуляции NRZ требует базовой частоты в 32 ГГц. На таких частотах диэлектрические потери в платах FR4 становятся критическими. Отражение в разъеме гасит сигнал. Канал превращается в глухой изолятор. Чтобы отложить астрономически дорогой переход на оптику внутри шасси, инженеры PCI-SIG пожертвовали фундаментальным правилом. Спецификация PCI-E6 капитулирует перед электродинамикой. Идеальных физических каналов больше нет. Сегодня мы выясним, как интерфейс с миллионом ошибок в секунду обеспечивает безупречную передачу данных для современных ИИ-акселераторов и массивов NVMe. От поколения PCIe 1 до версии 5 стандарт жестко фиксировал сырой коэффициент битовых ошибок. ROBR держали на уровне 10 в минус 12 степени. Это одна ошибка на триллион переданных бит. Переход на PCI 6 продиктован требований кластеров машинного обучения систем High Performance Computing. Бинарная система NRZ отправлена в архив. Решением стала четырехуровневая амплитудно-импульсная модуляция PAM4. Главное преимущество PAM4 – это спектральная эффективность. Вместо тумблера с простым режимом вкл-выкл работает передатчик с 4 уровнями напряжения. Мы кодируем 2 бита в одном интервале времени. Пропускная способность удваивается до 64 гигатрансферов в секунду. При этом символьная скорость осталась на уровне 32 гигабот. Частота Найскрипта остается на отметке 16 ГГц, точно так же, как и у PCI 5. Бюджет потерь удержан в пределах 32 дБ, но всего на 10-12 дюймов трассы. Это позволяет использовать привычные методы трассировки плат, без тотального внедрения сверхдорогих ретаймеров. Но в Enterprise сегменте ретаймеры стали практически неизбежны для сохранения целостности линка на всю длину корпуса. За сохранение частоты мы платим целостности сигналов. Доступный размах напряжения жестко ограничен стандартами энергопотребления. В модуляции PAM4 этот диапазон делится на 3 глазковые диаграммы по вертикали. Высота каждого глаза падает до 1/3 от значений NRZ. Окно для захвата сигнала критически сужается. Причина – разной скорости нарастания фронтов при переходе между уровнями. Эффективное отношение сигнал-шум катастрофически падает. СНР снижается почти на 10 дБ. Мы теряем треть запаса помехоустойчивости. Итог – обрушение ROBR до уровня 10 в минус 6 степени. Старая среда допускала один сбой в неделю. Теперь она стабильно генерирует непрерывный поток ошибок. Чтобы линк не рухнул под весом шума, включается математика на уровне трансивера. Первый рубеж – это кодирование Грея. В зашумленном канале детектор часто съезжает на один смежный уровень напряжения. Обычный двоичный код при таком смещении амплитуды давал бы двойную ошибку. Кодирование Грея хитрее. Оно сопоставляет уровни так, что соседние значения строго отличаются на 1 бит. Мы конвертируем фатальные двухбитовые сбои в локальные однобитовые. Более сложный вызов эквалайзера с решающей обратной связью DFE. При высоком затухании сигнала не используют агрессивные коэффициенты компенсации. Возникает уязвимость, лавинообразное размножение аппаратных ошибок. Ошибка детектирования подается обратно в цикл. Происходит разрушительная цепная реакция. Единичный физический сбой превращается в длинную серию. Решение: мы не можем убрать шум, поэтому мы научились его предсказывать. При кодировании просто локализует ошибку, чтобы она не разваливала весь пакет данных. Эта математическая инверсия на приемнике и передатчике ломает каскадную ошибку DFE. Она оставляет всего 2 локальных сбоя на входе в серию и на выходе. Это похоже на жесткий карантин. Мы не можем предотвратить шумовой всплеск в канале, но мы локализуем его в заданных координатах. Блок остается целым.
Локализация ошибок прекодером подготовила почву для алгоритмов прямого исправления FEC. Но математика требует блоков данных фиксированного размера. Вся предыдущая история PCIe строилась на пакетах переменной длины. Поэтому спецификация 6.0 вводит новый режим FLIT – Flow Control Unit. Это жесткий контейнер размером 256 байт. Внутри него плотно упаковываются пакеты транзакционного и канального уровней и все контрольные суммы. Переход на FLIT дал мощный архитектурный бонус. Он позволил отказаться от избыточного кодирования физического уровня. Внутри FLIT данные идут без избыточности. Баланс постоянного тока обеспечивается границами блока и полиномами скремблирования. Это решение создало идеальную синергию с протоколом CXL. Мы аппаратно объединили физику PCIe и логику процессорного кэша. Вернемся к главному системному парадоксу. Как исправить миллион физических ошибок каждую секунду? При этом критически не снизить производительность всего вычислительного узла. В оптических сетях традиционно применяют тяжелые версии FEC. Их накладные расходы составляют около 7%. Они отлично исправляют ошибки, но дают задержку свыше 150 наносекунд. Для такой шины данных это абсолютно не подходит. Процессор обращается напрямую к регистрам RAM, накопителям NVMe, GPU и так далее. Инженерам требовалось удержать задержку около 2 наносекунд. Инженеры разработали архитектуру легковесного FEC с трехполосным чередованием. Из 256 байт контейнера FLIT под код коррекции отдается всего 6 байт. Накладные расходы составляют 2,3%. Данные внутри блока аппаратно разделены на 3 независимые группы. Всплеск ошибок на физической линии затронет максимум 3 соседних байта. Аппаратное чередование мгновенно разбрасывает эти байты в разные алгоритмические группы. Каждая группа имеет лишь один поврежденный байт. Она восстанавливает его на лету. Весь алгоритм работает с задержкой около 2 наносекунд. Легковесный эффект блестяще гасит фоновый тепловой шум трансивера. Для защиты от жестких аномалий каждый FLIT закрывается мощным 64-битный CRC. И если FEC не восстановил данные аппаратно, CRC гарантированно не совпадет на приемнике. Поврежденный пакет мгновенно отбрасывается. Далее вступает в работу алгоритм выборочной ретрансляции, селективный NAC. Приемник не запрашивает полный сброс соединения, он точно указывает передатчику номер потерянного блока FLIT. Буфер повтора отрабатывает отправку заново. Потери пропускной способности составляют менее 2%. Побочный эффект архитектуры колоссальное усложнение физического аудита кремния. Измерения целостности ушли в плоскость композитных метрик. SNDR жестко оценивает нелинейные искажения трансивера. Метрика RLM контролирует симметрию уровней напряжения. Разработка контроллеров требует мощных платформ аппаратной эмуляции. Подводя итог, фиксируем факт. Спецификация PCIe 6. Это победа логики над соединениями медью. Архитекторы признали поражение перед законами физики на частоте 16 ГГц и полностью отыгрались в логике. Деградировавший канал нивелирован безупречным математическим стеком. При кодировании жестко изолирует аппаратный шум трансивера. Фиксированная геометрия блока FLIT открывает путь к алгоритмам защиты. Легковесный FEC лечит ошибки в реальном времени. Новое состояние питания LNOP отключает линии без обрыва соединения. Этот логический фундамент оказался математически совершенным. Текущий стандарт PCIe 7 на скорости 128 гигатрансферов в секунду базируется на этой же архитектуре. Индустрия бросила все силы на электромагнитные свойства текстолита. Оптика внутри шасси только готовится. Но математика безоговорочно будет определять дизайн узлов до конца текущего десятилетия.